Приветствую на канале Cactus Geek. Я интересуюсь играми, кино и технологиями. Сегодня в выпуске вы узнаете о новой коллаборации Adidas, о стратегии Minecraft и подробности нового Ведьмака. Adult Swim поделилась новыми динамичными сценами из аниме «Лазер». Это не просто очередной проект, а прям взрывной кроссовер талантов. За ним стоит автор культового ковбоя Бибопа Сининтиро Ватанабе, также режиссер Джона Уика Чад Стахелский и студия Маппа, которая клепает шедевры один за другим, как «Атака Титанов» и «Человек-бензопила». Короче, готовьтесь, потому что премьера всего этого безумства запланирована на 25 год. Конечно, придется подождать, но любителям аниме не привыкать, да, фанаты Берсерка? Проект TimeLab Pro выложил потрясающее видео с видом на структуру Решат, или как ее еще называют Око Сахары. Это геологическое образование, которое находится в мавританской части пустыни, имеет диаметр аж 50 километров. Чтобы снять всю эту громадину целиком, авторам видео пришлось поднимать дрон на высоту 2,5 километра. Крутая перспектива, да? Око долгое время было ориентиром для космонавтов, ведь его реально видно даже с орбиты. Ученые все еще гадают, откуда оно взялось. Сейчас же большинство склоняется к версии, что это результат эрозии. Мне кажется, тут можно было бы снять переиздание «Марсианина» и на самом деле вырастить картошку. Стой, подожди. Не уходи без подписки, лайка и комментария. Я хотел бы узнать, как тебе мои видео. Твоя поддержка — это то, что вдохновляет меня продолжать делать контент. По слухам, новый проект от Naughty Dog обещает быть просто бомбой в плане свободы действий. Инсайдеры утверждают, что игра будет поражать масштабом и даже конкурировать с такими эталонами свободы, как The Legend of Zelda и Elden Ring. Прикинь, это как если бы тебе дали в руки мир и сказали «делай, что хочешь». Нил Дракман ранее намекал, что студия хочет сохранить фирменный нарратив, но при этом дать игрокам больше самостоятельности в исследовании мира. Короче, ждем, когда Naughty Dog снова взорвет наши мозги. Мне вообще нравилась свобода действий в Зельде, когда после прохождения пролога можно делать все, что хочешь и как хочешь. Главное, чтобы мир был интересен и мог завлечь тебя без индикаторов на карте. Элайджа Вуд, которого все знают как Фродо Бэггинса, теперь тусуется в мире Бэтмена. Он озвучил и оживил одного из самых криповых злодеев доктора Джонатана Крейна, он же Пугало в новой VR-игре Batman Arkham Shadow. Да, и интересный факт, для Вуда это первый опыт работы с костюмом захвата движения, хотя голосом он уже озвучивал персонажей в играх Psychonauts 2 и Broken Age. Я надеюсь, это не влияние Кольца Всевластия, сами посудите. Вечно молодой Элайджа Вуд, хоть и не стал голумом, но все же перешел на сторону тьмы. Новый ростер Mortal Kombat выглядит просто охрененно. Нейросети добавили туда знаменитостей, политиков, футболистов и даже стримеров. Это шедевр, как минимум. Можно только догадываться, какие будут комбо и фаталити у таких неожиданных персонажей. Надеюсь, кто-то из них выдаст крутую фразочку перед финальным ударом. Причем, выглядят они действительно достойно. Давайте обсудим, какой герой из нового ростера Mortal Kombat был бы вашим фаворитом. Ваша активность — это лучшая награда для меня. Уже жду не дождусь, когда можно будет силами нейрона играть в игры по промпту. Типа, хочу файтинг в стиле Mortal Kombat, но с известными личностями. И он рисует тебе геймплей в лайве хотя бы 30-60 FPS. Фанаты Ведьмака, держитесь крепче. В декабре этого года выходит новая книга Аджея Сапковского о приключениях Геральта. И хотя название пока в секрете, уже известно, что история раскроет события, которые предшествовали Владычице Озера. Так что готовьтесь к новому витку ведьмачьих приключений. Сначала книга появится в Польше, а затем уже захватит весь остальной мир. Меня вселенная Ведьмака затянула после культовой третьей части. Это отличный пример, когда игры передают все, что хотел рассказать автор, и сделать ее настолько интересной, что хочешь не хочешь, но тебе нужно узнать, как все началось и как закончилось. Sea of Thieves спустя 6 лет, 6 месяцев и 27 дней. Та-да! Разработчики наконец-то добавили долгожданную механику. Теперь можно прятаться за ящиками. Да, после долгих лет мольбы игроки смогут наконец-то залезть в укрытие, исследовать всякие закоулки и добавить чуточку реализма в свои пиратские приключения. Теперь можно не только грабить корабли, но и играть в прятки на максималках. Странно, конечно, что механики приседания не было с самого начала, ведь это могло бы сильно разнообразить внутриигровой мир всякими лазами, пещерами, и, конечно же, дружескими тибягами.
Это уже реально будущее. Chery представила беспилотный летающий электромобиль. И да, без руля и педалей. Он состоит из 3 частей: летающего оборудования, кабины и шасси. Все управление полностью на компьютере, которое может сам как по городу ехать, так и в воздухе парить. Эта двухместная штука взлетает вертикально как дрон. Может подниматься на высоту до 1 километра, лететь со скоростью 120 км в час, держаться в воздухе до 40 минут. Прототип уже пролетел 80 км на полигоне, но пока что строки выхода не названы. Было бы круто, если такие машины сначала появились в такси, так скажем, провели бета-тест в реальной жизни. Adidas анонсировала выход кроссовок по клинку, рассекающему демонов. Это лимитированное издание будет включать 3 модели, посвященные персонажам Кёнджиро Ренгоку, Тенгену Узуи и Танжиро Камада. Продавать кроссовки начнут с 1 ноября, а цена ставит $110. Так что если вы хотите походить в стиле своих любимых героев, готовьтесь раскошелиться. А вообще, какие кроссовки по аниме вы бы хотели заполучить? Делитесь мыслями в комментариях. Альфонсо Родригес из Португалии – человек, который взял на себя роль живого звукового эффекта. Он может разговаривать с эффектом эхо, причем настолько убедительно, что сам себя назвал эхоменом. В его арсенале целый набор голосовых фильтров, с помощью которых он имитирует разные виды эха. Просто представь, как он может объявить что-то типа «Я пришел, шел». Это бы разносилось бы по комнате, как будто из какой-то пещеры. Okay, final day of the week. Friday day. Friday. Have a good weekend, yeah. Будь у меня такой талант, я бы прикалывался над окружающими при знакомстве. Типа «Привет, как дела?» YouTube тестирует новую подписку Premium Lite. Она стоит в 2 раза дешевле обычной подписки Premium, но есть один нюанс. Реклама будет отсутствовать только в обычных видео. В музыкальном контенте и коротких видео реклама все равно будет мелькать. К сожалению, другие функции Premium Lite не поддерживаются, так что за полноценный опыт придется раскошелиться. Главное, чтобы основную подписку не трогали, а то для меня, как моряка, эта подписка как манна небесная. Главное, что можно качать видео для офлайн просмотра. Apple снова шокирует нас. Новые AirPods Max 2024, кажется, стали худшим девайсом за 10 лет. Обновления ждали целых 4 года, и у всех были свои пожелания. Кнопка выключения, USB-C, поддержка лоссла звука и, конечно же, хоть какое-то улучшение автономности. Но что же сделала Apple за это время? Наушники, которые по сути функционально хуже старой версии. Если кто не в курсе, новый AirPods Max не поддерживает проводной звук, то есть к ним нельзя подключить ничего по USB-C, кроме зарядки. Звук по проводу не пойдет. Это просто дикость, даже без контекста. А если вспомнить, как все ждали обновления... У разведчицы Хардинг из новой Dragon Age The Veilguard обнаружен кадык, и это Адамово яблоко заметно во всех сценах с персонажем. Но это еще не все. В интернете случился диалог с предполагаемым тестировщиком игры, который рассказал о легендарном возвращении BioWare. По его словам, Dragon Age The Veilguard очень много повестки, местоимения повсюду, и шрамы от удаления молочных желез видны в редакторе персонажей. Кунари при знакомстве приносит фразу «Я идентифицирую себя как небинарную личность», а лицевые анимации в игре напоминают стиль Андромеды. Также он упомянул, что Соло стал второстепенным персонажем с малой важностью, и игра настолько отличается от Origins, что трудно поверить, что это одна и та же вселенная. В завершение тестировщик сказал «Это конец BioWare». Узнать, так ли это на самом деле, можно будет 31 октября, когда игра выйдет без денува. Я не понимаю современную тенденцию угодить всем. Мне кажется, нельзя делать игру и пытаться встроить туда толерантные моменты. Нужно делать крутые истории или делать это настолько естественно, чтобы не возникало вопросов, откуда такие операции в средневековье. Для меня отличным примером является этот эпизод из The Last of Us. Эта история была рассказана искренне, красиво и мило, хоть он и получил достаточно негативных отзывов. Анекдот дня. Помните Star Citizen, который разрабатывают уже 12 лет и собрали у геймеров $800 миллионов? На недавней презентации наконец показали готовую демку, и что вы думаете? Она крашнулась прямо во время показа. Какой момент, да? Все ожидали увидеть долгожданный прогресс, а получили очередное фиаско.
И знаете, как в старых добрых традициях, разработчики обещают, что в следующем десятилетии все обязательно получится, только дайте еще 800 миллионов, подядя. Да уж, они явно знают, как собирать деньги в бездонный карман разработчиков. Если ремонт, то только такой. Девушка из Китая делает в квартире дизайн в стиле Carpo Plaza из Cyberpunk 2077. Первым ее требованием к проектировщикам было полное прохождение оригинальной игры, только после этого их допускали к работе. Помимо дизайна, в квартире будут и киберпанк фичи, такие как рециркуляция дождевой воды, использование только искусственного дерева. По лору, настоящей растительности на планете осталось крайне мало, так что эта идея выглядит очень в духе киберпанка. Представляю, как на вечеринке все будут в кибернетических костюмах с блестящими неоновыми акцентами. Главное, чтобы квартира не забаговала и не потребовались годы доработки. Появились первые результаты тестов iPad mini 7 в Geekbench, и слухи подтвердились. В одноядерном, многоядерных тестах значения почти идентичны с iPhone. Не такая уж и большая разница, да? Оба устройства работают на одном процессоре A17 Pro, но в iPhone 6 графических ядер, а в iPad только 5. Geekbench также подтвердил, что в iPad mini 7 установлено 8 ГБ оперативной памяти, в то время как в предыдущем минике было всего 4. Напомню, 8 ГБ это минимум для работы с Apple Intelligence. Я действительно ждал миник, и я очень разочарован такими обновлениями. Серьезно, за столько лет вы смогли лишь оперативку с процессором поменять. А где же экран на 120 Гц, ну или хотя бы 90? Где автономность? Где тот самый One More Thing? Ваш Майнкрафт теперь стал настоящей стратегией. Для песочницы выпустили мод, который превращает ее в классическую РТС. Теперь можно не только строить, но и выстраивать стратегии, сражаясь за контроль над миром. Также доступен мультиплеер, так что можно объединиться с друзьями и сражаться против противников вместе. И что самое крутое, мод бесплатный. Так что если вам захочется немного разнообразия в привычной игре, можно попробовать этот мод. Удивительно, конечно, какой путь прошла игра за все это время. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Всем пока! Ты туда. Бум. Пуф. Сори, со звуками нужно что-то делать. А то без звуков у меня не получалось.